Я задал странный вопрос. Мы идем по улице, которой не существует. Ой, здесь так тяжело. Это Израиль, детка. Какая разница, когда бухать? Всем привет. Сейчас на самом деле опять вот поздновато мы идем, как обычно. Программировали, монтировали, работали. Ну нормально, сейчас еще погулять успеем. Вот так, оп. И на улице довольно-таки громко всякие русские народные песни. И иногда грузинские. Вообще тут, кстати, много очень репатриантов из Грузии в 70-х годах. Слышно, да? И из России, в общем, Ашдод такой город, где много русского языка. Так что вот просто будет тем, кто не знает английский. Штукенция прихорашивается. На прогулку с собой мы берем мандарины и бананы. Бананы мы купили, мандарины мы нашли. Очень удачно. В нашем подвальчике, когда находишься, то не чувствуешь жары. Сейчас вышли. Я думала, холодно вообще будет, а тут такая жара. Штукенция долго припиралась, хотела одеть толстовку, длинные штаны. Я говорю, Штукенция, сейчас 24. На улице, наверное, все 35 на солнышке. Вот. Так что все правильно одели. Сейчас Штукенция будет выбрасывать мусор. Штукенция выбрасывает мусор. Плюх. Ну да, у нас пакет. Так необычно выглядит бак. Прям огромный, подземный. Посмотри. Вот такая вот мусорка. Настрой боевой. Но мы, конечно, плотно много сейчас работаем. Сидим все время, Штукенция монтирует. Я программирую. И, в общем... Нас даже хозяин квартиры сегодня выгонял на улицу. Говорит, там такая погода хорошая, что вы тут сидите? Да, мы сидим. Ну, он приходил чинить интернет, вчера он приходил чинить свет. Аккуратно разбитая бутылка. То есть очень круто, то что если что-то... А пойдем туда вот. Если что-то у тебя на Airbnb сломалось, просто звонишь хозяину. Он приходит, сразу чинит. Вот эта вот улица, мы вот рядом живем, рядом с ней, она называется Рогозин. Интересной особенностью города Ашдод является обустройство дороги между проезжей частью. Посмотрите, как оригинально поставили цветы в такие красивые цветочники, клумбочки такие маленькие. Но они все подняты наверх. То есть это именно горшочки с цветами. Интересно, что в Ашдоде в основном люди ходят не в шляпах, а в кипах. Ну, то есть вот сейчас мы идем, такое ощущение, что тут все практически шаббат соблюдают. Вот выходим на такой перекресточек, типичный вполне для Ашдода. Хотите ли зайти в магазин «Перчик»? Вот, есть такой магазин тут. Очень уютное такое круговое движение с деревом, с каким-то мемориалом. Вообще Ашдод очень милый город. Тут даже какой-то вот обычный домик такой. Он как-то уютный очень. Много зелени вокруг. Как-то хорошо вписывается. Интересно, что районы в Ашдоде пронумерованы. Мы живем, например, в районе Рова-1. Сейчас мы пошли на юг и попали в район Рова-4. То есть вот я вижу там Рова-2, Рова-3, Рова-4, Рова-5. То есть все районы понумерованы по номерам. На самом деле довольно-таки удобно. То есть ты так как-то легче, наверное, даже запомнить. Погода потрясающая. Тихо, хорошо. Интересно, что всего этих Ров 11. Начинаются они на юге города, там где порт. И заканчиваются... на севере, где порт, и заканчиваются на юге. И после 11-го, Рова 11, там еще называется Тедзайн, и как-то вот еще два есть. То есть довольно-таки прикольно. Тут 11 микрорайончиков. Город состоит из 11 микрорайончиков, плюс вот еще остальные, они уже именули на другую улицу, чтобы перейти на самую центральную. Вот так это как-то выглядит приятно. То есть не был в Сан-Франциско, мне кажется, Сан-Франциско оно какое-то такое. Везде, конечно, очень много эхо России, гастроном Елисеевский. Ну, кстати, в каждом городе есть Елисеевский. То есть вот такие вот переулочки. Очень хорошее место для жизни. То есть именно чтобы жить. Наверное, на курорт, может быть, тоже тут хорошо. Тут море и все такое. Но вот особенно
Пока что это вот реально до сих пор еще город номер 1 в моем рейтинге. Тут очень много собачьих продуктов жизнедеятельности. Прям вот, наверное, даже может быть больше, чем в Хайфе. Это немножко странно, да. Там сзади нас женщина шла и на всю улицу кричит: мы сейчас подойдем к парадной. Из Питера человек. Да, тут питерские явно есть. Булка, парадная. Прикольный домик, он облицован плиткой. И несмотря на то, что местами эта плитка, она вроде где-то там облезла, но он все равно красивый. Вот по вот этой улице ходить прямо приятно. Мы сейчас выйдем на улицу перпендикулярную, основную улицу. Вдали виднеются такие небоскребы прямо. Ну, наверное, жилые дома, я думаю. Ну, а как вы думаете, как зовется основная улица? Это Израиль, детка. Конечно, она называется Эрцель. Как всегда. Правда, называется Сдерот Эрцель. Вот еще типичный такой ансамбль. Ну, тут вот в центре уже большинство домов, они, в общем, новые. Но есть вот и такие старенькие. Но в целом они не портят картину. Даже наоборот. Честно говоря, я люблю вот такие домики пятиэтажные, мне больше нравятся. Они как-то, легче дышать в городе становится. Еще интересная особенность, что мне кажется, что это вообще самый пока что русский город, ну, русскоязычный город, где мы были. Тут вот, ну, отовсюду вообще русская речь. Как бы вот мы идем, и она везде. И там женщина разговаривает по телефону, говорит подруге: ой, здесь так тяжело, все люди работают, но мы из той же категории, мы жили в Советском Союзе. Да, в общем, тут прямо даже больше, мне кажется, русского языка, чем в Ришине. Хотя Ришин его тоже называют Russian. Но тут, мне кажется, даже больше наших соотечественников из СНГ. Все улочки очень нарядные. То есть вот тут везде цветы. Все цветет. В ягодах каких-то, не знаю, можно ли их есть. В этом плане похоже на Ришин. В Ришине тоже очень красивые сады везде разбиты. Но в Ришине улицы в основном узенькие. А тут улицы просторные. Ну, в общем, даже в Москве, даже Москва не может похвастаться такими масштабами. То есть вот такая ширина улиц, я имею в виду вот проезжая часть, потом еще лужайки, потом такая вот, знаете, тут, мне кажется, 2 машины разъехаться могут. Пешеходная часть. То есть и тут вот весь Ашдод, он такой. Ощущение простора, пространства. Ты не идешь рядом с машинами, ты едешь на велосипеде, например, где-нибудь. Тоже машина далеко, безопасно. Очень классно. Нужно помнить, что все это работает на поливе. Вот шланг торчит. Да, то есть это... Можете представить себе, какие огромные усилия были нужны, чтобы озеленить все это. Вот как выглядит этот полив. Видите, много-много трубок. И вот между ними сейчас цветочки посадили. То есть это все прямо вот ювелирная работа, буквально ювелирная работа. Идут женщины, да, и они ругают. Они говорят: вот, смотрите, там видна ржавчина. Что-то им тут не понравилось. Показывают пальцем на дома и говорят, что им что-то тут не нравится. Не знаю, по-моему, замечательно все. Ну, конечно, можно везде там найти какую-нибудь ржавчину. Вот можно ее, наверное, найти. У кого-то там кондиционер старый какой-нибудь. По-моему, офигенно классные дома. Вот. Не знаю, чем люди вот вечно они все не нравится. Мне кажется, вообще, ну, окей, чем дольше ты живешь в каком-то месте, тем ты к нему привыкаешь и перестаешь ценить это, да. То есть это нормально, это обычная вещь, ничего там. Даже взглядом я смотрю, мне кажется, эти дома, они очень клевыми. То есть, окей, вот можно увидеть, да, там, наверное, ржавчина на каких-то ставнях. Ну, можно взять их, покрасить, если это мешает очень сильно. По-моему, это никак не влияет на функцию. Какая-то ржавчина нет. Если тебе дома хорошо и уютно, ну, я, по крайней мере, такой человек, меня вот это не напрягает. Да, но это морской город, еще раз. Как бы тут рядом море и задувает ветер. Естественно, тут все быстрее ржавеет намного. Да, как бы во всем есть плюсы и минусы. С одной стороны, ты живешь на море, с другой стороны, конечно, у тебя влажность. И там зимой сильные дожди. Не знаю, что вы хотите, жить на море? Или вы хотите там ставни, чтобы были не ржавели слишком быстро? Ну, покрасьте их специальной краской какой-нибудь. Вот такие еще 2 дома. Довольно-таки красивые. Но они в таком муравейнике, я, честно говоря, не фанат вот таких. Если они как-то по-новому спроектированы, может быть, там даже очень ничего. То есть современные дома там даже и устраивают и бассейны, и спортзалы прям в самом доме. Смотрите, как красиво, зелено тут. Все это просто вот обычный дом. Я иду, чего?
иду и просто снимаю то, что вот есть, то и снимаю. Спортом могут заниматься. Рядом вот, стоит площадка. Вот такие вот дома. Есть такие более старенькие, но тоже выглядят довольно-таки прилично. Блин, ребят, я обожаю разговоры на улице. Вот иду просто мимо, там спортивная площадка, двое мужчин, ну таких да. Ну вот они стоят, вот двое. Смешной такой разговор. Один говорит: слушай, шаббат, это же воскресенье. Он такой: не, ну если так говорить по-русски, то какая разница, когда бухать? На спортивной площадке. Реально, как такой русский дух, в хорошем смысле этого слова. Вот штукенцы говорят, что это лучшие дома в Ашдоде, ей они очень понравились. Они лучшие, посмотрите, какой у них красивый цвет. Сверху фисташковый, снизу бежевый крем-брюле. Идеальная цветовая гамма. И вот эти козырьки французского типа. Боже, я хочу жить в одном из этих двух домов. Давайте купим мне здесь квартиру. Ну давайте купим ей здесь квартиру. Пока что давайте купим ей фалафель. Фалафель или У меня далеко шаурму. идущие планы. Да. Не, ну тут клево на самом деле. То есть мы влюбились уже в этот город. А представляете, живешь ты такой в Израиле, выходишь из дома и проходишь через такую замечательную арку. Ну счастье ведь. Обычно я привык к тому, что центр города везде это какое-то такое очень грязное место. Ну, в центре обычно ты не хочешь жить. Но это не в Ашдоде. Вот сейчас мы в Ашдоде, в принципе, в центре города. И тут большие пространства. Тут все зеленые, домики, везде всякие площадки спортивные. В общем, тут в центре классно. Мне понравились камни у изгороди. Как большое количество яиц. Выложено так все. Да, не, нарядно. То есть постарались люди украсить этот город с любовью. Его особенность, которую я не встречал в других городах Израиля, это вот такие арки при выходе из подъезда. То есть тут вот это прямо любят очень люди. Такие висячие сады. Ну, действительно красиво. То есть прямо входишь как к себе в подъезд, как в нору. Да, вошел в нору. Ну-ка, иди в нору. Вошел в нору и все, и в домике. Страшно, вдруг на голову змея прыгнет. Ага. Боится, что кто-то ей там прыгнет на голову, но не знаю, мне кажется, вероятность этого равна нулю. Тут же везде кошки. Кошки, они всех это ням-ням. Ашдод очень позитивный город, поднимает настроение. Да, и мы сейчас из 5-го района переходим в 6-й и пойдем по параллельной основной улице. Переходим улицу, машины тут есть, но в общем их немного. Как-то все так нарядно, хорошо. Смотрите, какие интересные дома тут. Офигеть, такая архитектура, в общем, реально сильно творческая. Офигеть. И вот они идут прямо подряд. Целая улица таких домов. Вокруг целые альпийские горки с цветами, которые подстрижены очень аккуратно. Заросли. Тут очень хорошо, наверное, коту по ним лазить. Мне вот эти дома больше всего пока понравились. Эта улица называется Сдерот Иерушалаим. Вот она идет перпендикулярно от моря. И потом она пересекает улицу Бней-Брит. Тоже это, наверное, самая широкая улица. Мы сейчас на нее как раз выйдем. Пожалуй, это самый велосипедный город, в котором мы были. Вот видите, вот эти дорожки, это же велосипедная дорожка идет, а вот это пешеходные. Они практически везде тут. Очень много вот таких птичек, и они очень красиво поют. Видимо, какой-то вид дрозда. Я сейчас подумал вот какую мысль. На самом деле тут офигенно, вообще в Израиле офигенно в шаббат снимать фильмы. То есть вот у нас в Москве, или там в любом месте, где угодно, ты даже в воскресенье, вроде выходной день, везде куча машин, везде, в общем, ничего не снимешь. Тут просто улицы все пустые. И тут можно фильм, пожалуйста, захотел, бери да снимай. Вот. А еще лучше быть блогером. Да, можно быть блогером. Ну, мы тоже снимаем фильмы для вас. Интересный проект дома. Напишите, кто знает, что это за дома, когда их построили, кто их придумал. Прям вот очень необычные. Мне они напоминают какие-то футуристические отели. С другой стороны улицы уже другие дома, другой модели. Но, как мы видим, такие же норы везде с арочками. Вот это фишка Ашдода. Мы переходим уже к улице Сдерот Бней-Брит. Там такие домики с коричневыми крышами. Мне кажется, там должен жить Карлсон на такой крыше.
черепичные крыши в высотных домах это необычно. Конечно, очень позитивное ощущение от этого города. Интересно, сколько тут чего стоит в плане аренды. Ну, на самом деле, Airbnb редко очень есть варианты тут. Это мы вылавливали. Нам очень сильно повезло, что мы нашли нашу квартирку. То есть тут недвиги не так много в аренду. Не знаю, как тут в плане стоимости вообще, если купить что-то. Одна, наверное, из самых широких улиц местных, Бней-Брид. То есть она такая шестиполосная. Тут вот перекресточек. Тут красивый парк, много детей играет. Пересечение этих улиц. Красивые деревья в парке. Даже это не парк, это просто как бы рядом с домом. Что даже вот эти дома вроде такие обычные. Смотрите, какая у них необычная конструкция. С такими вынесенными балконами. Вот эти дома, они напоминают, знаете, что-то такое восточное. Типа вот мультик про Аладдина, помните, диснеевский? Вот в нем есть какой-то такой дух. На самом деле можно даже постоять, полюбоваться этими домами. То есть, несмотря на то, что они такие, может быть, не самые новые, но они очень интересные и очень атмосферные. Сейчас вот шли ребята молодые, мы решили у них спросить, где тут центр города. И они говорят, а вы идите вот прямо, ну типа вот туда вот идите, на юг, куда мы идем. И потом направо, и там будет центр. Я спрашиваю, а вы на карте нам не покажете, где этот центр находится? И они что-то... Такое ощущение, что они эту карту никогда не видели. А потом они посмотрели по карте, почесали репу и сказали, нет, вы идите лучше в Rowa 6, а это противоположная сторона. И я не знаю, то есть это интересно, что в Ашдоде я до сих пор не понимаю, где тут центр города. Есть ли он тут вообще? Да. То есть вот тут такие большие пространства, и как бы везде все такое аккуратное, красивое, что непонятно, где центр. Мы сейчас спросили у мужчины с сыном, потому что они нам все рассказали. Значит, оказывается, место, где мы живем, оттуда вообще Ашдод начался. Да, то есть мы, оказывается, живем, так сказать, в старом городе, ну, как-то сказать, в старом центре. По крайней мере, он нам так про это рассказал. Соответственно, ну, мы там уже были, мы вам там все так показали примерно. Там, поэтому, наверное, там и рынок, да. По идее, вот сейчас мы в центре, вот это и есть центр. Ну, вот если по карте посмотреть, то вот мы как бы территориально центр города. Да, территориально это центр города. Вот, ну, мы решили продолжить наше странствие, просто пойдем на юг, на юг, на юг. И по идее мы должны упереться в пустыню. Если вот прямо идти по этой дороге, то рано или поздно, так сказать, через километра 4 мы упремся в пустыню, что, конечно, очень необычно и сложно себе представить. Вот как они выглядят, с такими балконами, которые сильно выступают. На самом деле эти балконы, они похожи на обычные балконы, может быть, чуть побольше. Но за счет того, что здания малоэтажные, эти балконы, они в таком немножко порядке хаотичном, получается очень прикольный, на самом деле, эффект с точки зрения архитектуры, красивый, восточный. То есть такие дома вроде простые, но не простые. Кроме того, я хотел показать вот эту площадочку, очень уютную. Там много детей бегает и парк. То есть просто это вот обычное, ну, вдоль дороги, как бы, вот, я даже не знаю. То есть это на самом деле офигенно красиво, суперский, такой суперский, спокойный, тихий парк. И вот он просто вот на улице, на обычной. Чтобы понять, что тебе нравится на самом деле, важно увидеть все, увидеть многое и сравнить это. Потому что, когда ты видишь только один город, ты в него влюбляешься сразу на каком-то контрасте, и ты уверен, что ничего другого лучшего тебе не встретится в жизни. Но это, возможно, не так. Возможно, твоя жемчужинка, она зарыта где-то более глубоко. Поэтому, мне кажется, не надо бояться и перемещаться, смотреть мир и расширять границы своего восприятия. Прикольные всякие граффити вокруг. Ну вот тут вот реально они классные. Но вообще тут нравится и неприятные, знаете, просто теги такие, вандализм. И в этом плане, конечно, надо как-то получше все смывать. Еще представители арта, стрит. Тут есть классные граффити, но есть и, в общем, такие, так себе. Мы сейчас на Сдерой Бней-Брид, а вот это мы пересекает Менахем бульвар. И, да, Менахем Бегин. И тут любимые дома штукенцы, это вот эти фисташковые дома. Ну, сейчас я покажу вам их цвет получше. Да, вот так. Ну, вот глаза лучше их, видите, штучки, они прям зелененькие такие, зеленые-зеленые.
Вот такая улица, Менахем-Бегин. Тоже шикарные дома такие тут. Широкая, большая. Пространства много. Ну, вот написано Бен-Эберит и Менахем-Бегин. То есть, конечно, ширина улицы, она немножко потрясает. Такой клевый, между прочим, жираф стоит. Жираф из цветов. Вот такой. Кошки спят в очень неожиданных местах, в том числе вот кошка, например, спит на матрасе. Кс-кс-кс-кс-кс. Причем так крепко спит, что даже кис-кисом не размудишь. Продолжили идти по улице Сдерот-Бней-Брит. Тут такие уже дома совершенно другого фасона. Интересная особенность, что тут очень много итальянцев. Да. Как бы в каждом городе вот есть какие-то свои особенности. Ну, вот, например, мы живем у итальянцев сейчас, вот снимаем. Мимо нас сейчас проходило то, что две огромные компании итальянцев. Очень много пиццерий итальянских. То есть вот почему-то это место очень как бы любят итальянцы. Тут, кстати, это чувствуется. Даже атмосфера такая, да? Да, стильно. Кстати, вот смотрите, крыши вот эти. Это тоже что-то итальянское такое, да? А вот идешь, а вдоль дороги такие кустики, причем они так подстрижены необычно. Фигурно, но при этом они друг в друга перетекают. Я, кстати, такую модель стрижки кустов еще не видел. Такой холм получается. Ну, местами тут бывает, в общем, просто идешь вдоль улицы и вот такие вот заборчики. Можно, конечно, было, наверное, это покрасивее сделать. Как бы есть куда стремиться этому городу. Я думаю, что этот город, он первенство по красоте занимает именно с точки зрения ухоженности. То есть такой очень, знаете, собянинский город в плане вот... тут очень хороший дизайн всего. Хорошая городская среда. Дома вот эти вот фисташковыми балконами. В больших количествах. Вот такие тут переулочки виднеются. Спальные. Вдоль улицы Бней-Брит. Идешь и встречаешь вот такую раритетную винтажную машину. О, какая красавица. Тоже фисташкового цвета. Но я, кстати, еще на улицах такого не видел. Это вот сейчас мы как-то встретили, стоит она. Красавица. Я придумала название городу Ашдод. Средиземноморская фисташка. Мы вышли, тоже пересечение, просто какой-то очередной подворотенки. Тут много всяких красивых площадочек. Это место, где мы сейчас идем, похоже на путь к пляжу в Ришоне. Там тоже такая аллейка. И, в общем, что-то такое пытаются растить. Только в процессе, видимо, еще облагораживания. Но уже так довольно-таки приятно выглядит. Вообще, впечатления, конечно, такие райские. В плане... Идешь по такой райской улочке, райский уголок. Прилагательное, можно сказать. Спокойное, комфортное, уютное, укромное местечко. Вот эта улица, это такой небольшой, тоже ботанический сад. Тут очень разные растения растут. Явно высаженные вручную. Все на поливе, за всеми следят. Каждое деревце ухоженное, инвентаризованное. Прям идешь и любуешься просто. Разъезжаю тут на таких штуках. Вообще, конечно, ощущение. Взяли Маале-Адумим. Очень тихий, укромный, спокойный город. Скрестили его с ухоженным Ришоном. И все очень сильно расширили. Сделали улицы очень широкими, большими. Появился Ашдод. Вот тут, кстати, все прямо совсем зелено. Прямо заросли такие. Ботанический сад. Не джунгли, конечно, но, в общем, вполне себе лесок. Подлесок называется это. Вот это растение, оно в чем его фишка? Его так вот высаживают, и оно вот таким каким-то завихрением растет. Видите? То есть в центре так оно ну, не очень высокое, а по бокам оно так вот колосится. Прикольно весьма. Красиво. Мне кажется, тут какие-нибудь живут ящерицы, может, какие-нибудь тушканчики, не знаю. То есть, наверняка тут что-то живет. Мы же видели у нас лису. Лисы, койоты.
Такие места, мне кажется, полны живности. Да, то есть вот этот проспект с бесконечными зарослями, он, конечно, сильное впечатление оказывает на неокрепшие умы. То есть реально хорошо и красиво тут. Вот эти дома, которые мы тут встретили, они все разные, как видите. Они похожи на Лего. Как будто они сделаны из Лего, потому что такие очень нестандартные у них формы. То есть они все разные какие-то. Очень необычно. Ну а тут растут, это, мне кажется, шиповник. То есть целые заросли шиповника тоже рядом с дорогой. Очень нарядно. Тут такое что-то вот устремляется вверх, какой-то кипарис. Вот. Эти штуки, кстати, похожи на кипарисы. Немножко, наверное, кипарисовые какие-нибудь. Еще одно нарядное круговое движение. И тут такая скульптура в стиле соцреализм стоит. Ну а мы продолжаем наше путешествие в пустыню. Мы идем в пустыню. Людей тут шалаши стоят вовсю. От Суккота еще. Штукенцы счастливы очень. Ну и я тоже, потому что, конечно... Потому что вообще шикарно тут. Шикарно, да. То есть вот такие домики. Не, вот это, конечно, местечко, да. Вот это да. Смотрите, как много котов тоже. И все что-то едят. У всех своя кучка, как обычно. И они от одной кучки к другой перебегают. Наверное, кучки с разными вкусами. Да. Сначала из одной кучки поесть, потом из другой. Вот такие вот коты. Интересно, что в Ашдоде одни из самых лоснящихся котов. У них такая шерстка прям шелковая, как будто их только что с шампунькой помыли. Помните, как в «Братья 2»? Мне здесь нравится, я здесь остаюсь жить. Тут такие виллы поменьше стоят, они тоже вдоль улиц. Ну и вот эти вот типовые дома красивые. Между ними тоже затесались разнообразные постройки. В общем, тут архитекторы, конечно, постарались. Им, наверное, по кайфу тут. Архитекторы любят большие пространства, и они любят свои вот фантазии обустраивать именно не когда там все так вот сгружено. Хотя такие тоже, наверное, есть архитектурные стили. Но в целом, вот, чем больше места, тем больше, наверное, счастья архитектору. И вот он может родить что-то такое красивое. Вот кот гуляет по зарослям. У меня ощущение, что Ашдод — это абсолютно новый город, как будто бы его построили за последние лет 10, потому что здесь все архитектурные решения очень свежие и модерновые. Вот таких домов я даже в Москве очень редко вижу, только если в самых каких-то новых районах. Тут есть и минусы. То есть пока что этот город, он рекордсмен по количеству собачьих отходов жизнедеятельности. Много места, наверное, поэтому люди не утруждают себя убирать за своими питомцами, что весьма печально. То есть за это, конечно, надо штрафовать. Я вообще за то, чтобы сделать регистрацию всех собак по ДНК. Если какашку собаки там найти на улице, то чтобы штраф пришел человеку. То есть это единственный способ с этим бороться. По-другому никак. Собственно, так уже сделано в некоторых европейских странах. И вот еще домики. Лего стайл. Ну, очень красивые, конечно. В общем, выучил новое слово. Вы помните, кикар — это площадь. Рехов это улица, а Сдерот — это бульвар. То есть вот это бульвар Ротшильда, между прочим. Я все ждал, когда же он появится. Где должны быть улицы Ленина? Ротшильда. Вот он тут тоже есть. Что весьма хорошо. Ребят, напишите нам, сколько стоит тут недвижка. То есть вот в этих вот домах интересно просто. Все-таки это тоже такое, это самая окраина города. Ну, я думаю, наверное, дорого очень. Там уже видно пустыню. Мы почти что подошли к краю города. Дошли почти что до края. Вот уже видно дом, да? Вот эта аллея с красивыми домами. А тут уже, заметим, песчаный холм. Да? Вот она, пустыня начинается. Немножко в шоке. Я, честно говоря, я как бы думал, что наверное, да, тут где-то какая-то пустыня будет. Но я не думал, что она будет вот прямо... Вот она. То есть вот город. Вы помните, как там сколько зелени? И вот он переходит, этот город, прямо конкретно в пустыню. Сейчас мы по ней гулять пойдем. Офигеть. Вот тут, кстати, интересно.
Тут люди живут в своих трейлерах. Вот, стоят трейлеры. Это трейлеры, в которых вот, ну, люди живут. То есть можно тоже сюда, наверное, привезти свой трейлер и устроиться, так сказать, бесплатно жить вполне. Наверное, какое-то специальное место. Это вот реально настоящая пустыня. Ты знаете, пока я это не увидел, я как-то слышал, ну, как бы ты слышишь, но ты это не понимаешь толком, то, что это действительно так. Вот мы оттуда пришли, буквально километр прошли. Ну, всего мы прошли 5 километров по городу вот сейчас вместе с вами, 5-6 может быть. И вот мы реально оказываемся в пустыне. Вот Израиль из чего был сделан. Откуда вот он берется? Он берется вот из такого места, где действительно растет как бы довольно-таки мало чего, и везде песок. Прикольно, кстати, жить в таком домике. Кто знает, напишите, кто живет тут. В этих домиках. Это может какое-то сообщество определенное, или кто угодно может сюда приехать. Напишите, расскажите. В пустыне множество всяких следов разных зверей. Ну, наверное, есть и собаки, и кошки, но есть также и какие-то странные копытца. В общем, наверное, по вечерам тут надо ходить поаккуратнее, а то вдруг еще какие дикие животные могут встретиться. Окей. Вот теперь я первый раз за вот этот месяц объемы работ по превращению Израиля в маленький рай. То есть вот что тут было. Потому что я же не знал, что тут было. Теперь я вижу. Заметим, это прибрежные районы еще. Тут как бы все-таки такая пустыня не самая жесткая. Да, а есть места и пожестче, в общем-то, наверное. И там Израиль, в принципе, такой же красивый. Так что, ну тут вот эта пустыня, я думал, может, она вообще пустая. Тут все-таки какие-то хотя бы, знаете, такие суккуленты. То есть растения, которые накапливают воду. Тут как-то они вот живут еще более-менее. Это все-таки не совсем голая пустыня, бывает хуже. Но все равно, как бы, вот эти вот барханы с 3 пучками вот такой жухлой травы вот превратить в такой, смотри, вот в такой цветущий рай, то есть такой контраст сейчас удивительный, знаете, прям вот очень необычно. То есть когда ты входишь из этой пустыни, вот там пустыня, и вот ты, ты оказался в зеленом цветущем райском уголке. Вот стоит обязательно, если вы приедете сюда, придите на край города, и вы ощутите вот какое-то особое ощущение прям. Когда живешь рядом с такой пустыней, можно на детских площадках песочницу не делать, поскольку она тут везде. Решили свернуть с этой улицы поближе к пустыне пойти. То есть это тут еще параллельно пустыне мы идем, по сути, параллельно. Но можно чуть поближе подойти, поэтому мы решили поближе. Смотрим на закат, он очень красивый в пустыне всегда. То мы идем по улице, которой не существует. На Google картах нет этой улицы. То есть на ней написано, что тут пустыня. Видимо, Израиль довольно-таки быстро развивается. Тут, кстати, вот идешь по вот этой несуществующей улице, и между двух домов как бы проглядывается пустыня. Можно взять и пойти так, если хочешь, там покататься на багги. Это мы видим Ашкелон. То есть вот это виден Ашкелон через пустыню. Мы поднялись просто, дом тут, и мы по лестнице поднялись, просто на вот такое местечко, на козыречек, чтобы посмотреть, как отсюда, что видно. Отсюда видно пустыню. То есть ты живешь вот в доме, и у тебя на самом деле офигенный вид. Да, то есть прям ты с видом на пустыню. Есть где расслабить глаза. 10 километров отсюда до Ашкелона, и пешком можно пройти за 3 часа. Google карты до сюда не добрались, хотя улица вполне себе сквозная. Да, забавно. Конечно, очень хочется отправиться в эту пустыню, почему-то она меня очень манит. Решили свернуть, собственно, в это место, которого нет на картах, и пройтись по нему. Тут такие красивые виллы у людей, квадратненькие. Довольно-таки симпатично это выглядит. В таком голландском стиле, минималистичном. Улица, которой нет на картах, тут живут люди непростые, потому что машины там стоят всякие спортивные. То есть вот внутри, вот там за воротами, всякие Феррари стоят у людей. Приятно жить в месте, которого нет на картах. Тогда сюда особо никто не придет, не приедет. Кроме таких бродяг, как мы, штукенцы. Да, мы вот любим такие места тоже. Находить и гулять по ним. Прикольный домик. У него сверху нарисованы коты такие, сделаны коты, как будто они висят. Такое украшение. Вам лайфхак для дома. Сделайте тоже себе котов на крыше.
Что, ребят, вот это, окей, место номер 1 в Ашдоде. То есть вот самое, на мой взгляд, престижное, элитное в плане вот, ну, того, что мне нравится. То есть вот если бы я мог, я бы жил тут. Там пустыня, прям на границе с пустыней. Из окна виден Ашкелон, что в принципе клево. Кстати, этот дом выглядит без облицовки, из пеноблока сделано и бетонных оснований. Вот, а так с облицовкой. Со вкусом себе подошел, так сделал дизайн. Сверху у него растет кактус, заметим, до крыши. Вот тут вот любителям пустыни очень понравится. Такой вот садик шикарный. Созрели маленькие апельсинчики. Или это может лимоны. Мандарины. Что у многих в крыше вот такая дырочка сделана. Не знаю, почему так делают, но я уже несколько домов видел с дырочкой на крыше. Эта улица офигенная, то есть на ней так клево гулять. Ты просто идешь, по ней идешь. Машины тут как бы не ездят вообще. Ну, потому что, видите, тут такие заграждения стоят. Как-то вот на каждую улицу есть заезд вот оттуда. Там как бы город, собственно. Мы на самом юге, вот там север. И вот отсюда, наверное, как-то машины заезжают, встают на парковку и все. Самый конец уже этого райончика. Тут так приятно, на площадке играют люди, дети. И вот тут начинается снова пустыня. Это вот край пустыни, вот там море уже. Море его видно, и даже видны кораблики. Вот смотрите. Большущие сухогрузы, контейнеровозы. Вон они как сверкают в ночи. Люди тут с собачками ходят, гуляют по пустыне. Просто можно выйти и пойти с собакой гулять. Решили мы тут съесть по мандарину. Небо стало фиолетовым таким. Офигеть просто. Ветер усиливается, становится прохладно немножко. Ну, вот. Пустыня дает о себе знать, особенно рядом с морем. В общем, тут дома все очень симпатичные, интересные. По дизайнерским проектам сделанные явно. Такой элитный райончик на юге. Кто бы мог подумать. И небо тут такое. Я слышал, что часто очень в пустынях делают обсерватории, чтобы за звездами смотреть. Возможно, ночью тут очень хорошо видно звезды. Райончик, где мы сейчас, называется Рова Юдзайн. Рядом пустыня, вот люди себе тут зачастую покупают специальные машины. Мы, кстати, на улицах тоже такие встречали. Мы вышли с этого района на такую интересно подсвеченную улицу. Такую немножко оранжевую. Вот оттуда мы вышли. Там море. Но по морю сейчас с него ветер дует, поэтому мы, наверное, пойдем по какому-нибудь другому маршруту. Хотя, ну давайте сунем носик туда. Тут какая-то штука, вон она горит такая, переливается. Называется глаз солнца. Eye of the sun. Сейчас мы ее посмотрим. Ну ветер, блин, прям холодно. Вот такой вот арт-объект. Сейчас попробуем на него попасть как-то. Тоже такой дом с красивой подсветкой. Такое место, такая площадь необычная. Этот глаз, он все время меняет цвет постоянно. Там молодежь тусуется, такое вот тусовочное местечко. Красиво. Арт-объект. Современное искусство. Вот закат солнца на море. Ну а мы идем куда-нибудь потеплее, потому что тут реально задувает. Можно пойти просто вдоль моря по дорожке. Народ тут бегает, ездит на велосипедах. Знаете, Израиль — это страна странных вопросов. Вот мне уже 2 странных вопроса задавали. Меня спросили, а вы боитесь голубей? Еще однажды меня спросили, а ваша мама еврейка? А вот сегодня я задал странный вопрос. Там шла женщина, я говорю, sorry, извините, она по-русски, да-да. Я говорю, вы не подскажете, а в какую сторону пойти, чтобы ветер не так сильно дул? Женщина так офигенно говорит, ну вы знаете, тут вообще-то везде ветер сильно дует с моря. Я говорю, ну может вот есть, вот куда вы пойти? Она говорит, ну вот на эту улицу, в принципе, тут, наверное, будет дуть поменьше. Вот мы сейчас сюда идем, мне кажется, да, кстати, тут вообще не дует. Называется бульвар Монтефиор. Я сейчас, ну мы же голодные такие, конечно, банан и пару мандаринов на человека это не слишком. Учитывая, что мы только завтракали сегодня, сейчас уже вечер. И мы думаем, ну надо где-то шаурму какую-нибудь найти, что-нибудь. Я смотрю на карте, и нет тут ничего вообще.
Ну что, мы идем в сторону автобусной остановки, потому что вот мы до сих пор еще на юге города, и пешком обратно еще, ну, я знаю, 6 километров, херачить неохота. Машину одели даже с ушками и написали на ней что-то. Что тут написали, расскажите. Вот на этой остановке нам суждено ждать автобус. Привет, пес. Какой симпатичный, сижу на заборе. Все вижу. В общем, мы ждали автобус. 20 минут ждать, и мы плюнули, в общем, так долго ждать. И решили просто пойти куда-нибудь дальше. Знаете, какой плюс в Израиле ходить пешком? Во-первых, вы сэкономите целых кучу денег, 10 шекелей на одной поездке. И эти 10 шекелей можно потратить на еду. Но все-таки мы решили здоровый образ жизни как-то немножко, а то мы недавно были в Макдональдсе, неправильно то ходить. Поэтому прошли еще минут 15 и ждем 11-го автобуса. Интересно, что на многих остановках вот стоят такие ящички для пожертвований. Кот сидит на самокате. Коты тут и на самокатах сидят, и на матрасах лежат. О, ну все, решил пойти. Мы дома. Это был классный день. Мы прочувствовали город Ашдод сегодня. Теперь можно будет пообедать. Есть хочу. Точнее, это опять у нас то ли это поздний обед, то ли ранний ужин.